Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Сариков. Сегодня будет урок для начинающих. Если вы только-только первый раз взяли бас-гитару в руки и не знаете, с чего начать, я думаю, это видео как раз для вас. Погнали! В этом уроке я бы хотел выделить 3 важных пункта для начинающего бас-гитариста. Первое – это звукоизвлечение. Я извлекаю звук с упором на следующую струну, то есть если я играю по струне соль, мой палец остается на струне ре, и тем самым ее глушит. И за счет этого движения получается плотный щипок. То есть мы не щипаем куда-то в воздух, мы щипаем в сторону корпуса, в сторону следующей струны. Поначалу вам будет очень сложно, потому что бас-гитара – это сложный инструмент, тут очень большие и тугие струны. И приготовьтесь, что у вас будут мозоли, но это все пройдет. Для начала старайтесь, чтобы ваш звук был плотный и ровный. Вот такое упражнение на открытых струнах. Начнем со струны соль. Струна ре. Следующий важный пункт – это оглушение струн. Во время вашей игры у вас не должно быть лишних призвуков, и у вас не должны звучать лишние струны. Только те звуки, которые вы извлекаете. Есть 2 основных способа глушения. Первый – это когда вы переносите большой палец со струны на струну. Допустим, большой палец стоит на струне ми, и вы играете по струне ля, ре. Когда вам нужно играть по струне соль, вы должны большой палец перенести на струну ля, тем самым заглушить ее. Эта техника классическая, и она хорошо подходит для 4-струнных инструментов. Если у вас 5-струнный и, не дай бог, 6-струнный инструмент, то я рекомендую глушить струны вот таким образом. То есть большой палец всегда стоит на струне си. Мы играем на струне ми, мы играем на струне ля. Когда мы играем на струне ре, наш мизинец и безымянный палец, они глушат струну ми и ля. Получается вот такая позиция. То есть мизинец и безымянный палец как бы прилипают к струне ми и ля. Это идеальный способ глушения для 5-струнных и 6-струнных инструментов. Если у вас 4-струнный, то вы можете переносить большой палец со струны на струну. И третий важный пункт – это синхронизация, то есть синхронизация правой и левой руки. Когда вы прижимаете ноты, ваша правая и левая рука должна быть синхронна. Это позволит вам добиться лучшей артикуляции. Это очень легко развивается, когда вы играете простые гаммы и простые упражнения, и очень скоро вы наиграете и никогда на это не будете обращать внимания. Но если вы только-только взяли бас-гитару в руки, то я думаю, что на это стоит обращать внимание. Вот такие 3 пункта, они очень важны. Давайте подведем итог. Первое – это звукоизвлечение, то есть ваш щипок, который должен быть с упором на следующую струну. Щипаем в сторону корпуса и в сторону следующей струны.
Следующий пункт второй – это глушение. Струны должны быть заглушены, то есть должен звучать только тот звук, который вы извлекаете. Два способа глушения – это с переносом большого пальца со струны на струну, либо когда ваш большой палец всегда стоит на струне Si, а глушит мизинец и безымянный палец. И последний пункт – это синхронизация, то есть когда ваша левая рука зажимает звук и правая ее извлекает, это должно происходить максимально синхронно. Тогда вы добьетесь очень хорошей артикуляции и очень хорошего звукоизвлечения. Друзья, на сегодня все. Вот такой вот урок совсем для малышей, для начинающих. Но я думаю, что это было интересно и полезно. Меня зовут Александр Сариков. Спасибо, кто смотрел. Всем пока.